Ребят, привет! Сегодня будет новый формат. Сегодня у меня в гостях будет первый, скажем так, гость. Его зовут Гоша. Любые ваши комментарии, любая ваша активность, ваш опыт – это драгоценная информация, которую я себе выписываю, которую я изучаю и которой я делюсь с вами. Сегодня, наверное, будет самый большой ролик. Это в формате интервью. Сегодня основная речь пойдет о хиджама. Это древнейший способ лечения, который на самом деле присущ многим культурам и до сих пор используется, например, тем же Китаем. Считается, что застоявшаяся кровь в нашем организме способствует возникновению различных заболеваний. И голова, собственно, не исключение, потому воздействовать можно как на весь организм, так, как, в общем-то, показал опыт и наш сегодняшний гость, также можно воздействовать и на голову. В Китае делаются такие процедуры, да? То есть ставится банка, На спине. да, потом кровь вытягивается. Это для чего? Чтобы обновлялась кровь. Ну да, верно. А как это называется процедура? Пагуан. И часто это делают люди? Не часто. Ну, где-то 2 раза в год. Но считается, что это полезно. Ну да, считаю полезно. Сразу скажу о том, что есть определенные опасности. Это передача инфекции, ВИЧ и гепатит, потому что здесь связано непосредственно с открытием каналов и кровью. Есть противопоказания. Основные противопоказания – это онкология, это беременность, сердечные заболевания и плохая свертываемость крови. Также вообще применяется хиджама при глухоте, плеврите, патологии опорно-двигательного аппарата, гайморите, сахарном диабете и еще куча различных заболеваний. В целом считается, что хиджама несет в себе омоложающий эффект для всего организма. И это, в принципе, в этом есть определенная логика. Вы об этом узнаете чуть позже в нашей беседе. Также благодаря хиджаме снижается холестерин, увеличивается концентрация эритроцитов, что очень важно. Я думаю, вы все знаете, что такое эритроциты и какое большое значение они имеют на наш организм. И даже изменяется уровень сахара в крови. Именно поэтому это рекомендуют и при сахарном диабете. Как правило, эти операции популярны в Азии, точнее в странах, богатые культурой медицины. Ну и один из таких гигантов, который использует эту методику, это Китай. А китайцы, как мы знаем, ничего просто так не используют. Вот, ну, ждем, когда к нам присоединится Гоша. Еще раз извиняюсь за качество, потому что мы будем общаться по вебке. Не забывайте ставить лайки, если вам нравится. Если не нравится, ну что ж, ставьте дизлайки. Пожалуйста, комментируйте, что вы об этом думаете, что вам нравится, что вам не нравится, это вас шокирует или вы это пробовали. Любое ваше мнение, вы знаете, что ценно. Также не забывайте о том, что развивается наш телеграм-канал. Также я есть уже и в ТикТок. В ТикТоке я публикую короткие какие-то советы, короткие видео. В телеграм-канале мы с вами общаемся. Каждый день появляется какая-то информация. Я очень признателен, опять-таки, тем, кто постоянно кто пишет мне, кто дает какие-то идеи, делится своим опытом. Это реально очень ценно. Очень много, я смотрю, появляется комментариев, где я сделал операцию, где я сделал операцию, где я сделал операцию. Я не хочу, чтобы в комментариях вообще была какая-то реклама, и это касается и вас. Если вам реально нужна операция, вы можете мне написать, и я вам подскажу какие-то клиники, где лучше это сделать. На своем опыте, на опыте тех ребят, которые мне пишут и которые также делятся своим опытом. Более того, у меня есть в планах в будущем договориться с некоторыми клиниками, чтобы это для вас была или цена приятнее, или какие-то были условия также выгодные, потому что, ну, я такой же, как и вы, и поэтому для меня это очень важно. Считайте, что я чувствую, что вы как будто бы на моем месте и наоборот. Потому мне хочется сделать, чтобы вам делали операции хорошо и чтобы вам это нравилось. Тем более, если вы пришли по рекомендации от меня. Итак, ждем Гошу. Всем привет.
Гош, привет. В общем, я увидел твой комментарий. Очень интересно мне показалось все то, о чем ты написал. И более того, для меня это вообще неизвестное направление. Я вот сейчас немножко почитал, узнал вот по поводу хиджама. Очень интересно, реально очень интересно, потому я хочу узнать и поделиться твоим опытом с другими ребятами. Ну, перед этим расскажи немножко о себе вообще, какой твой опыт, когда ты столкнулся с облысением, что ты пробовал до того, как ты попробовал хиджама? Итак, мне 26 лет, сам я из Киева, столкнулся с облысением год назад, это в 25-летнем возрасте. Принимал, как всегда, ванну, мыл обычным шампунем волосы и заметил обильное выпадение волос. Прям смывались, большое количество волос оставалось на руках в этой пене. И я посещал парикмахера долгое время одного и того же, и он начал замечать, говорит, у тебя появилась плешь. Я особо как-то этому значения не придавал, думаю, выпали немного, бывает. Да, немного на вид больше, чем обычно, но как-то особо значения большого я этому не придавал. Но вот спустя где-то год я начал замечать реальное проредение в своей шевелюре и задался вопросом, что же происходит с моим организмом. С чего я начал? Я побрил голову на лысо, чтобы оценить вообще масштабы катастрофы, трагедии, вообще увидеть реальное положение дел. Я до этого никогда не делал с времен, не знаю, 6-7-летнего возраста, может 10 лет. В общем, никогда не был короткостриженным, прям под ноль. И увиденное меня удивило. Действительно образовалась плешь по центральному ряду, залысины. И по макушке тоже началось проредение довольно неплохое. У тебя это началось в 25 лет, да? Да, да. И То есть до 20... Как быстро оно увеличилось? Какой был вообще, как это все изменялось с течением времени? Я начал просматривать свои фотографии, и вот в 20-летнем возрасте у меня еще все было хорошо. То есть линия роста волос у меня была, примерно вот такой вот. То есть не было залысин, началось как? Появились залысины, начали. Потом начала редеть центральная часть и макушка. Макушка у меня всегда с детства, не знаю, вихри, у меня несколько вихрей, и она как-то всегда даже на фотографиях казалась слегка просвечиваемой. Она добавилась еще больше и стала реально заметной и проявляться в форме лысины конкретной. А что по поводу генетики? Как вообще у твоих родителей по одной стороне, по другой стороне? Я изучал этот вопрос и скорее склоняюсь к тому, что есть и материнская линия. В данном случае у меня дед мой был с советской подковой, добротной такой . Отец мой имеет примерно такую же самую картину, может немножко лучше в силу возраста, не знаю, разница есть. Но примерно картина обстоит одинаково. То есть с обоих сторон по генетике меня обложили, дай Боже, каждому. Обращался ли ты к трихологу? То есть к специалистам, не знаю, сдавал ли какие-то тесты? Ничего этого я не делал, у меня доверия особого к ним нету. Мне кажется, это коммерция чистой воды. Если бы это все так просто было, возможно, у кого проблемы исключительно с кожей головы, какая-то перхость, сухость, возможно, они могут помочь как-то подобрать это все. Но у меня такой проблемы не было, у меня исключительно андрогенная аллопеция. Конкретно в этом обстоял вопрос, и не знаю. Я побрил голову, и в то время я занимался лечением спины, и одной из методик массажа был баночный вакуумный массаж. Эта баночка на присосочке присасывается и вводится по телу, разгоняя кровь, улучшая кровоток и массажируя мышцы поверхностно.
И я задумался, а не попробует ли мне сделать это с моей головой, поскольку она уже побрита под ноль, Мгм. как бы препятствий нету, то в виде эксперимента я решился. Смотрел ролики на YouTube, ничего подобного не находил, к сожалению. Каких-то описаний, форумов тоже нету, вот конкретно этой методики почему-то. Ага. Массажи есть, но на голову почему-то его не практикуют. И я решил в виде эксперимента для себя попробовать это сделать. Купил я репейное масло с перцем для роста волос, как они там, Мгм. в общем, пропагандируют это все дело. Ну, для меня был не рост волос, а более разгон крови, чтобы перестимулировал приток крови, Мгм. плюс вакуумная банка, как бы двойной эффект. И чтобы усилить его, я еще это делал сразу после тренировки. На горячее тело и голову сразу бегом в машину ехал домой и Мгм. проводил эти все манипуляции, пока не остыло. То есть, получается, ты Появ- брал банку, такую же банку, как ты ставил себе на спину и просто ставил на голову, да? И ты ставил в одно место или по всей голове, или как это было? То есть хиджама делается банками вакуумной, которые статически находятся. Мгм. Они хорошо вот втягивают. Я делал банкой силиконовой. Она там синего, белого есть цвета в основном. Продается в интернете без проблем. Она для статического массажа, которым надо двигать. То есть она присасывает, и ты ее вводишь по поверхности головы, вот нагоняя кровь Мгм. А по всей. ты сам решил сразу попробовать, ну, сделать это в домашних условиях? Ты не пытался там найти какие-то, не знаю, салоны, профессионалы, кто вот именно этим занимается? Не пробовал? Э, по хиджаме или по самой банке и массаже головы Ну и вакуумного. потому, и потому. Я на самом деле по поводу банки и массажа головы не знаю. Я тут немножко изучал, сейчас смотрел вопрос по хиджама, и есть такие услуги, люди, то есть тоже в разные, цены варьируются там от скольки, наверное, от 1000, 2000 российских рублей и до в Москве стоимости там 3,5 до 5000 рублей. Вот. И то, что я читал в интернете, тоже все пишут, обязательно обращайтесь к специалистам. Ну вот потому я решил, как бы, какой у тебя опыт. Пытался ли ты каких-то найти профессионалов, кто это прилагает, или сам решил сразу ну, на себе испытать? Мгм. Да, Олег, ясен вопрос. Э, Я обращался к специалистам. Во-первых, у меня была проблема со спиной. Я лечил спину разными методиками. У меня массажисты. Вот этот баночный вакуумный массаж практиковал. Потом перешел я к токам. И Мгм. вот спустя там 10 процедур мне чуть легче стало с моей спиной. И мой реабилитолог предложил мне процедуру хиджамы, то есть кровопускание. Я, как обычный человек, который об этом ни слухом, ни духом никогда не слышал, как-то так скептически отнесся, кровь пускать, больно, неприятно, как-то не принято, что ли, у нас в культуре в нашей. И долгое время как бы отпирался, да, потом как-нибудь. И вот настал момент, все-таки я решился, думаю, ну попробую хотя бы раз, как оно вообще есть. И лег на стол, то есть меня положили на живот, проводили мы эту процедуру по спине, как это моя проблемная область. Мгм. Но и одну баночку мы поставили еще на голову, на центральную часть головы, вот здесь вот. То есть тебе это кто предложил? Или это ты сам решил попробовать именно по Это спине? мой реабилитолог Ага. предложил так сделать. И я попросил дополнительно поставить одну баночку на голову, так Мгм. как уже я побрился на лысо, пробовал вакуумный массаж, думаю, попробую-ка и процедуры хиджамы включительно и на голову поставить. То есть сколько ты сеансов уже попробовал и какие вообще результаты? И, ну, не знаю, просто вообще я когда увидел, как это все выглядит, ну, страшновато. Я бы, наверное, на это не решился. То есть прям реально, даже не страшновато, но страшно.
Вот, и стоит ли это того, ну, то есть поделись вот опытом. Ну, про хиджаму, правильно мы говорим? Как Да-да-да, это все хиджама, выглядит? да. Да. Выглядит действительно для кого-то ужасно, для кого-то отвратительно. В общем, приятного мало, как бы это все наглядно выглядит не очень, так сказать. Даже мне, ну, самому не столь приятно на это все дело смотреть, как бы, но ходить с этим в себе мне еще менее приятней, чем это видеть, как оно выходит из меня. Того смотрим, что с меня повыходило. Пиздец. Тупо жесть. Блядь, ой. Как бы открытие, ну, как открытие раны, что ли, открытие прохода крови, то есть насколько это опасно. Потому что вот тоже пишут, что, ну, инфекция, гепатиты, это вот как бы очень опасно делать самому, во всяком случае. Да, надо соблюдать определенные меры безопасности, стерильность и так далее. Ну, от себя скажу, как бы все мы где-то резались, где-то даже на озере могли порезаться, плавали как бы с этой раной, и никто ничем не заболел. Как В бы. принципе, Все зависит от нашего иммунитета да, в верно. первую очередь. Если он у нас сильный, ваточки, спиртика, антисептика, перекиси будет вполне достаточно при соблюдении чистоты. То есть я соблюдаю эти правила, и проблем на сегодняшний момент никаких не имею с этим. А как часто ты это делаешь? Я делаю, сначала я делал спину, первый раз у специалиста, второй раз я переднюю часть, грудь, там, шею, ноги по передней части сделал. Потом я перешел на домашние условия, делал голову, потом и спину еще раз делал повторно. И что из наблюдений при повторном кровопускании, хиджаме на одни и те же места, кровь начинает приливать уже более хорошая, более свежая, не такая застойная, меньшее количество этих сгустков выходит крови. Качество крови улучшается, плюс стимулируется костный мозг, который вырабатывает эту кровь. Возможно, где-то я в медицинской точке зрения не так подкован, но стимулируется наша система, как бы она имеет запас крови в капиллярах, который не используется. И есть интересное мнение по этому поводу, почему мужчины живут меньше женщин. Это все из-за менструального цикла, потому что у женщин заложено кровопускание природой, потому они живут дольше. Интересно. У мужчины, возможно, тоже этот процесс есть, но мы эту кровь не теряем, она застаивается, а все застои, как бы это как пример, речка должна у нас протекать, и у нас образуются озера. И в наших озерах появляются застои, микробы, размножение и все прочее. Вместо того, чтобы циркулировать по организму. Я немножко вот как раз изучал вопрос, и реально пишут о том, что снижается холестерин, увеличивается концентрация эритроцитов, что очень важно, и нормализуется уровень сахара. То есть оно там даже рекомендуется для тех, у кого сахарный диабет, гайморит, различные глухота даже, плеврит и различные куча вообще заболеваний, кому вот именно рекомендуется, собственно, кровопускание и хиджама. Поэтому, ну, интересный такой опыт. Ну, все же, как часто, вот на данный момент, как часто именно ты делаешь это для головы, для своих волос, и как ты ощущаешь вообще эффект, и как долго сама эта процедура проходит? Ну, процедура, допустим, если мы говорим про одну баночку, допустим, вот как мой первый опыт в домашних условиях, это я поставил на макушку на свою,
Заняло где-то это 5-10 минут у меня все дело. Мгм. Сама баночка простояла вот 5 минут, подготовка к этому всему заняла суммарно 10. Мгм. Баночка набралась кровью где-то наполовину, и она перестала идти. То есть она загусла в этой баночке, и я решил, как бы, что все, достаточно, и решил это все дело слить, посмотреть, как бы, что находилось в моей голове, конкретно в макушке, потому что это как бы основной очаг лысины, и мне было интересно именно это место посмотреть. И результатами я был просто шокирован. То, что с меня вышло, большой сгусток, ну, в половину кулака примерно, вот что вы представляли, такой плотный, больше похожий на селезенку, либо же печенку. При детальном рассмотрении мне было очень интересно, как это так с моей кровью вот вышел. Часть как бы крови вылилась, а часть вот густоты, конкретно вот в виде кома большого. Он имел неоднородную форму какую-то. Я начал в нем, извините за выражение, ковыряться, и увидел там, что там есть какие-то темные вкрапления, отличающиеся от общей массы. Пленка, что меня больше всего удивило, как бы откуда пленка в крови и такая плотная, что я пытался пальцем ее пробить, и это довольно требовало определенных усилий сделать, Возможно, это чтобы электролиты. она пробилась, да. И я был шокирован, как бы, откуда в моей голове такая гадость. И почему как бы я не замечал вот это все, что происходит у меня внутри моей головы в первую очередь. Мгм. Но когда ты делаешь повторно, то есть каждый раз, получается, кровь очищается и становится нормальной, да? Да, для меня макушка стала как бы лакмусовой бумажкой, контрольной точкой, как хотите, так и называйте. Я делал на это же место 3 процедуры суммарно, с перерывом где-то по месяцу, полтора, вот Мгм. где-то так. И вот первый раз вышел большой ком у нас с краплениями, с пленками и всем прочим. Такой довольно неприятный, мерзкий даже на ощупь. Второй раз тоже место, вышла просто кровь такая темная. Вот, если сравнить с автомобилем в двигателе при замене после там 10-15 тысяч пробега, кто Масло, автомобилист поймет, да, масло, оно имеет уже такой потрепанный вид, который весьма отличается от свежего масла, которое мы заливали. И вот примерно такой консистенции и вышла кровь, как бы такого темноватого оттенка, такая слегка густоватая, но без компов. И третий раз я уже сделал там от первого до последнего, там 3-4 месяца период выходит, занял. И на третий раз уже вышла примерно нормальная кровь, светлого цвета, уже как бы похожа на нормальную, уже приятного оттенка и так далее. Да, потом кровь вытягивается. Мгм. Это для чего? Чтобы обновлялась кровь. Ну да, верно. И часто это делают люди. Не часто. Ну, где-то 2 раза в год. Но считается, что это полезно. Ну да, считаю полезно. Гоша, а скажи, вот с каждого раза это сколько вообще миллилитров, миллиграмм крови выходит, чтобы понимать? Так, сложный вопрос. Я просто Ну, не знаю, сколько вот в самой большой баночке из набора объем. Первый раз у меня вышло этой полбаночки объема. А А последующие... баночка, вот если представить, я не знаю, там с рюмкой сравнить, например, там, не знаю, сколько рюмки, 50 литров? Сколько это? Да, около 50. А как выглядит вот сама банка? То есть вот ты делаешь сначала прокол, а потом ставишь банку, или в самой банке там игла, или как это вообще, я не очень... Да, как это все происходит? Мгм. Изначально ставится просто банка на это место, притягивается туда кровь, банка стоит там 3-5 минут. Я делаю по ощущениям, как бы, примерно, основываясь на свой какое-то чувство, как это все должно быть.
как мне приятно, неприятно. Но в среднем это 3-5 минут, банка настаивается, натягиваю туда кровь, после этого снимается на спирт, ваточку, протираем это место и начинаем наносить. Вот тут самое интересное, есть несколько вариаций. Мне в моем... мой врач-реабилитолог делал это с помощью надреза. Я же делаю это с помощью скерификатора и проколов. Есть небольшая разница в этом всем действии. Когда мы делаем насечки, было под рукой в аптеке скерификаторы, которым нам колят палец, когда забирают кровь. И это одна из разновидностей, но уже как бы больше китайской медицине. Там более приветствуются сами проколы. Они имеют более глубокий как бы уровень достижения, да, пробития, чем насечки, надрезы. И я, выходит, делаю на натянутое место, протер и начинаю наносить проколы. А как По всему глубоко? периметру. Как глубоко и сколько приблизительно? Ну, там, чтобы понимать, это 10, 20 или там прям очень много проколов? Ну, вот примерно от 10 до 20, не знаю, каждый раз индивидуально. Там 10, 20, 15, вот в этом количестве примерно. И именно ту зону, Ставится- которая была под банкой, именно та зона, которая... Да, куда натянулась кровь, куда вот прилила кровь. Пока она там, мы делаем надрезы и сразу же ставим баночку, чтобы набиралась эта кровь. Интересно. Потом, получается, ты снимаешь эту банку, и тоже как долго, во-первых, эта кровь набивается в банку, затем, то есть ты просто ее снимаешь, потом антисептик и все, да? Или как это выглядит? Да, выходит, она набралась, мы ее снимаем, выливаем, берем этот же ватный диск там или кто чем, раз протираем это место, можно перекисью, можно спиртом, как бы у кого что есть под рукой. Я пользуюсь чаще спиртом. И как бы все можно чем-то помазать для кожи, как бы я в основном этого не делаю. Эти следы, они как бы как есть, так и остаются. Можно немного улучшить какими-то мазями, возможно, быстрее будет заживление. Ну, я особо этим не занимаюсь. След держится примерно неделю, бывает чуть дольше, где-то 7-10 дней. Будет виден след, контуру от натяжки этой банки, такой небольшой как бы синячок. А как вообще люди не спрашивают, что у тебя за такая округлость на голове? Да, для людей это дикость, но некоторые люди, вот последний вот год, и как-то я обращаю внимание, что начинает повышаться интерес к этому всему. Вот у нас в Украине, в Киеве, люди начинают об этом узнавать, спрашивают, у тебя банки? Я отвечаю, да, банки. Они такие, ну, класс, типа, да, мы знаем, что есть такое. Это самый главный вопрос. Я вот читаю, точнее то, что я прочитал, говорят, очень полезно для всего организма, но опять-таки вернемся к тому, как ты вообще ощущаешь касательно волос. Ты видишь ли результат, и то есть они реально начинают как-то лучше расти, или как вообще, как ты можешь оценить воздействие именно на волос? Да, возвращаясь к нашей основной теме андрогенной аллопеции, то это очень полезно делать, выпускать эту кровь, которая застоялась у нас в голове, которая не дает нормально проходить крови, циркулировать по всему организму. И она, соответственно, вот на примере того, как было у меня на макушке, я был удивлен пленке. И у меня возникла идея, как это все происходит, мое видение того. Эта пленка просто окружает эту макушку, и я пытаюсь туда втирать миноксидилы, колоть плазмолифтинг там и всякое прочее, но пока есть эта пленка, она как барьер, не дает никаким питательным веществам туда добраться в нормальном объеме. И выходит, мы колем, мажем, и пока это все дело происходит,
оно как бы растет по чуть-чуть, да, там может волосы пробиваться, может все это, но как только мы перестаем это делать, эффект сразу же увядает, все. Мгм. И вот, Искусственная поддержка смотри, заканчивается. Мгм. да, и по сути получается, что ну, человек, у кого есть волосы, то есть, например, человек, который еще теряет волосы, насколько это делать возможно при волосах? Или это только для тех, кто все-таки брит наголо? Да, да, это актуально весьма. Есть методика с помощью меда, кто как бы не хочет стричь волосы, брить голову и так далее. Есть методики с помощью меда, все то же самое, просто добавляется мед как скрепляющий элемент, чтобы не пропускать воздух, чтобы Мгм. создавался вакуум и необходимая сила натяжки. Но я боюсь, что, вот представляешь, если у человека теряет волосы, если намазать медом, я думаю, человек будет бояться, что вот с этим медом уйдут последние волосы. Ну, Это может не быть, да? знаю, как насчет это надо, как выдергивать их. Я думаю, если аккуратно все это дело спокойно вымыть, не спеша, то Мгм. ничего мы не потеряем. Ну, Мгм. кроме пару волосин, которые всегда выпадают в течение дня у нас. Не более того. Мгм. Слушай, а еще скажи, ты до этого еще пробовал плазмотерапию, да, PRP? Это все в процессе, да. Я Ага. подключал PRP-терапию. Суммарно на сегодняшний момент я сделал 4 процедуры PRP. плазмолифтинга. Мгм. Это еще PRP-терапии. Результаты есть, не мгновенные. Такие они спорные весьма. Кто-то скажет нету, кто-то скажет есть. Я читал отзывы. Мгм. Процедура такая не из дешевых в принципе, Мгм. но она действительно имеет свой положительный эффект. Как минимум кожа головы, какие-то проблемные участки. Я вот делал фотографии своей лысины, приближал, и там были заметны там где-то сальные какие-то места такие вот, именно проблемной кожи, небольшие участки локальные. И спустя вот эти процедуры, 4 штуки, эти места как бы улучшились, Мгм. уменьшились локально эти места, там где-то сухости, где-то засаленности большой. Мгм. В Но общем, это что эффект касается, свой имеет. это именно что касается Мгм. плазмолифтинга. Мне вот просто, Да. почему я спросил про PRP, насколько вообще близки вот эти процедуры плазмолифтинга и хиджама, потому что, ну, в принципе, вроде бы что-то общее есть. Ну, вообще есть, это вот сам прокол, как бы. Мгм. Только в хиджаме мы вытаскиваем все плохое, а в PRP мы вкалываем все хорошее, то, что есть в нашей крови. Ну да, ты прав. Я просто немножко поясню. Хиджама – это такой древний способ, ну, его в простонародье называют кровопускание. То есть, чтобы просто ребята понимали. А PRP – это, наоборот, как бы витамины, всякие полезные вещества. Мы, да, запускаем и питаем наши волосы, и питаем нашу кожу. Ну, то есть, вообще, на самом деле, плазмолифтинг тоже он там используется не только для волос, как, собственно, и вот и хиджама. Гоша, еще я пока не забыл, хочу тебя спросить. Ты мне говорил, что ты также пользовался египетским препаратом. Как это называется? Пантагар, да. Пантагар. Пантавигар, либо же пантагар, да, есть Расскажи такое. еще об этом опыте, пока я не забыл. Да, где-то употребляю я месяц данные таблетки египетского производства. Читал отзывы на всяких отзывиках и так далее. Э, Комментарии смешанные, кому-то вообще не зашло, кто-то говорит помогает, кто-то говорит 50 на 50. Я употребляю месяц и делаю все эти процедуры, поэтому я не знаю, для меня это лишь как дополнение, поэтому судить исключительно про их эффективность. Ну, еще маловато срока прошло, Мгм. как бы, и плюс другие процедуры, которые попутно я делаю. И это все как бы в комплексе дает определенный результат, и Мгм. выделить вот исключительно их на данный момент и их эффективность я, ну, стопроцентной гарантией сказать, к сожалению, не могу.
Гоша, так как мало опыта. а как ты вообще о них узнал и почему именно они? Почему ты решил именно их попробовать? И второй вопрос, ну вот ты говоришь, что ты делаешь все в комплексе, но когда ты делаешь в комплексе, реально же сложно понять, что действенно, а что нет. Да, про таблетки я эти читал в интернете. Насчет вопроса трихолога я никогда не обращался, но у меня есть товарищи, и он мне посоветовал, говорит, скинь по телеграмму фотки свои. Мгм. Он занимается пересадкой волос, у нас здесь в Киеве, как бы, и он тебя проконсультирует, что у тебя, сколько графтов не хватает и вообще. Я ему скинул, он сказал, тебе надо просто про миноксидил Мгм. применять и пропить вот эти таблетки. И Мгм. тут второй раз как бы прозвучали эти таблетки, сначала в интернете, потом из уст человека, который занимается пересадкой. И мои родители полетели на отдых в Египет. Там, соответственно, цены намного дешевле, бюджетнее, чем у нас Мгм. в аптеках. А И какие я цены? завязался. В каком они вообще диапазоне? Сколько они приблизительно стоят, чтобы так вообще представлять? Они дорогие или средняя цена там доступная? И как часто их нужно принимать? Так, по цене. Примерно вот старт идет где-то $20, обходится упаковка с 90 таблеток. Мгм. Употреблять их надо 3 раза в день, по одной штуке, там утром, днем и вечером, Мгм. А ты не, комплексом. а ты не смотрел вообще, какой там состав? Что именно вызывает, почему это полезно для волос? То есть, что именно там у них? Ты не интересовался, не смотрел? Если я не ошибаюсь, там дрожжи какие-то медицинские, Мгм. по-моему, хондроитин или что-то другое, я вот, А, к сожалению, точно не скажу. Я читал, но эти сложные названия вот позабывал, как бы. Мне был человек, который к медицине приближен, он мне сказал, что да, это полезно, действительно. И я вот для себя решил попробовать еще и их вдобавок ко всему прочему. мгм. То есть на сегодняшний день получается, вот ты комбинируешь таблетки, ты комбинируешь кровопускание и что-то еще, или вот в основном два метода основные? И PRP-терапию. То есть PRP ты Я тоже прошел продолжаешь, 4 да? процедуры, да, как бы сделал контрольный срез после их 4, чтобы понять вообще, как бы надо, не надо оно мне. Мгм, И решил все-таки еще 3 штуки сделать, мгм, чтобы укрепиться окончательно как бы в мнении, рабочая это или нет методика. мгм. Вот 4 процедуры мне показалось маловато, чтобы делать конкретный вот стопроцентный вывод. Я еще хочу сделать 3, суммарно это будет 7 процедур, и уже тогда какой-то вот свой вывод я уже смогу сформулировать. Мгм. Ну, на самом деле, в том-то и дело, что вот многие препараты, от них, к сожалению, невозможно сразу добиться результатов и увидеть какое-то вот решение. Это они работают ну, на протяжении какого-то времени, потому что точно так же, как волосы сами убиваются постепенно, или это может быть и благодаря и стрессу, и генетике, и чему угодно, и гормонам, точно так же и восстановление происходит тоже в течение какого-то времени, потому вот из той информации, которую я пока изучаю, реально все говорят о том, что это все работает на каком-то промежутке, и вот в каком-то промежутке как раз можно увидеть результат. Но опять-таки меня, конечно, смущает, как именно ты поймешь, что помогло то или второе или третье, потому что ты одновременно все это делаешь. Да, как бы тут, если заниматься чем-то одним, это да, надо исследования конкретно. Вот Мгм. у меня есть пример про человека, который приближен к медицине, это мой товарищ хороший. У них был доступ до оборудования, которое используют при PRP-терапии. И Мгм. то есть для этого надо только кровь, человек, который может взять эту кровь и вколоть потом в голову. У них это все, соответственно, было и было бесплатно, так как они медики. И вот этот товарищ, который имеет такую же андрогенную лапецию, даже, возможно, чуть хуже, чем у меня, сделал 10 сеансов PRP-терапии себе.
Мгм. Где-то за 3 месяца суммарно это все у него заняло. Ну, И я вот его встретил, вот он отрастил волосы, сделал этих 10 терапий. И я так обратил внимание, что как-то у него волосы, ну, поменялись. Ничего не бросается особо в глаза, особенно когда длинные. мгм. Что-то вот с ним произошло, я начал интересоваться, и вот он мне рассказал, что да, я прошел 10 сеансов, и результат есть. Но ключевая загвоздка. Мгм. Результат очень схожий с приемом миноксидила. Я Есть понял. результат позитивный, но есть большой откат, отмена и так далее. И все спустя время возвращается на круги своя, а иногда и с более как бы большей потерей, чем было до. Мгм. То есть получается, что пока ты используешь эти средства, оно работает. Когда ты перестаешь пользоваться, но, кстати, у некоторых даже можно не переставать пользоваться, у некоторых вот касательно миноксидила, потому что такая достаточно горячая тема. Некоторые ребята пишут, что это очень классная вещь. Я, честно говоря, не пользовался, но я вот пытаюсь тоже изучать с одной стороны и с другой. И некоторые говорят даже, они продолжают пользоваться, но через какой-то промежуток времени они не действуют. И вот ты говоришь, что в принципе все препараты и способы, они хороши, пока ты это делаешь. Когда ты прекращаешь делать, получается, что оно останавливается и возвращается, как оно было, и, может быть, даже с потерей. Верно я понял? Да, да, все верно. Насчет миноксидила мы как-то эту тему животрепещущую обошли немножко. Мгм. Я применял лосьоны против выпадения волос, весьма не из дешевых. Ну, примерно $4 за ампулу, не знаю, для кого-то может дешево, для кого-то дорого, но вот такая вот цена у нас. Мгм. Штук 10 я, наверное, их применил где-то за 2 месяца, и они были миноксидилосодержащие. Мгм. Весьма хвалебные отзывы о них в интернете я прочитал, большинство людей, как бы они понравились, мне тоже они были приятны, даже запах у них какой-то вот интересный, не Мгм. отталкивающий. Но спустя 2 месяца, когда уже у меня пробились мои первые пушковые волосы, начали они потихоньку укрепляться, я начал обращать внимание, что на моих плечах, груди и спине начали пробиваться черные мелкие волоски в большом количестве. Мгм. Я сначала подумал, это просто какая-то грязь, где-то, я не знаю, не помылся, где-то там от футболки черной, от Мгм. свитера, от что-нибудь, что оно сотрется, но потом я понял, это черные волоски. То есть это Из-за чего это, Ага. Да-да-да. из-за чего это, да, произошло? Я наносил лосьон, делал массаж, там, втирание, это все делал. И, не знаю, не интересовался, никто не рассказывал. Просто ложился спать, ничего не мыл руки. Мгм. На другие части тела не попадало, но конкретно через руки, через мою голову, вот таким вот образом. Ага. Часть лосьона оставалась на моих руках. И как мне потом сказали, из-за этого через руки оно впиталось и пошло вот тебе дальше, стимулировать твои как бы спящие вот зоны роста волос. Ну да, вот получается, хотел волосы на голове, а получил волосы везде, по всему телу. Но вот смотри, ты говоришь, что вот если останавливаться, пользоваться, то, в принципе, и рост останавливается. Как вот если, например, сравнивать с тем, что на спине, оно тоже останавливается, то есть они выпали или они остались, и вот как бы вот Да, действие да. тела, получается, и на голове, и на теле. Выходит, я перестал пользоваться спустя где-то 2 месяца приема препарата этого. И уже прошло 7 месяцев от начала моего лечения, либо же борьбы с андрогенной аллопецией, и на данный момент оно все замерзло. Оно чуть-чуть проросло, оно темное, оно заметное, но дальше никуда оно не двигается. Но То есть выпадают ли эти нет, или нет? Ага, нет, в нет. принципе, мгм, Они застыли, они пробились, довольно темные такие, жесткие, мелкие волоски, мгм. они пробились. И что меня удивило, почему я как бы обратил на них внимание, они вот тык-тык-тык-тык-тык по контуру, вот по кругу прям натыкано очень плотно.
что меня как бы, я сначала не мог понять, это грязь какая-то, ну, почему они так плотно, вот рядом, в каких-то местах локально, как кружочками, вот они вот усеяны просто по всему периметру. И они замерзли. Я перестал употреблять этот лосьон, и они уже никуда не двигаются, но и не выпадают. Они есть, с этим ничего не делать. И в тему про пересадку волос, мне кажется, это была бы очень хорошая донорская зона свежих, хороших волос. А какие у тебя вообще планы? То есть вот на данный момент, получается, у тебя волосы, как я понял, они не выпадают, да? Они, в принципе, зафиксированы. И, то есть ты волосы вроде бы не планируешь отращивать или планируешь? И вообще какой у тебя план? То есть, в принципе, продолжать вот то, что ты делаешь, и дальше, и отращивать волосы, или, собственно, оставаться, или брить голову, или делать пересадку, или какой вообще, что ты планируешь? Да, в моих планах. Какое мое видение? Хочу сделать все, что можно, активизировать все процессы в организме на регенерацию волос, чтобы это все восстановить, и тогда уже принимать окончательное решение, насколько получилось у меня это все восстановить, прежний вид. Если же как бы получится не очень хороший результат, он, допустим, остановится как на теперешнем моменте, я буду склоняться к пересадке в Турцию. Для меня это более как бы приоритетный вариант. Ходить лысым как бы можно всегда, это дешевый экономный вариант. Побрился и все, проблем не имеешь. Ты забыл, что ты лысый, у тебя есть какие-то нюансы, все. У тебя всегда одна стрижка при любой погоде. Но хотелось бы иметь волосы и возможность при этой стрижке, чтобы иметь ровные контуры, да, а не большие залысины, даже ходя с короткой стрижкой. Ну да, на самом деле самое главное это иметь выбор, потому что мне, например, я очень комплексовал, когда когда мне было там 20 или с чем-то лет, тогда это было, вот, если ты смотрел мою историю, я рассказывал, тогда это было как бы совсем, не айс. Сейчас уже, в принципе, лысых людей достаточно много, и я уже сам привык, но, конечно, когда у тебя есть выбор, ты можешь быть лысым или не лысым, выбор это, конечно, очень хорошо. И я вот тоже немножко рассказывал. У меня у самого план, то есть вот у меня, видишь, меня пересадили, они сейчас, кстати, у меня все выпали, потому что сейчас шоковое выпадение, но все равно вот контур остался, они скоро начнут отрастать. И мой план, на самом деле, я и дальше хочу брить, то есть мне нравится именно вот быть лысым. Но, конечно, очень важно иметь выбор, то есть чтобы... Если ты хочешь отращивать, ты мог отрастить, если хочется брить, мог брить. То есть выбор – это, конечно, большая и очень существенная часть. В общем, очень было всего интересно. Спасибо за твой опыт. Для меня точно это было интересно. Я надеюсь, что для многих из нас это тоже кто-то найдет что-то интересное для себя. Я вот честно тебе скажу, когда я увидел сначала видео, я не понял, что это такое, и было очень страшно. Теперь с тобой поговорив, и тоже почитав побольше информации вообще о кровопускании и о том, что это очень древняя методика, которая используется по всему миру, я реально хотел бы это попробовать, потому что вообще это очень логично. Вот то, что ты говорил про застой крови и функционирование организма, здесь есть очень большая вообще логика. И даже не то, что там только для головы, а вообще для всего организма. И я, конечно, хотел бы попробовать, я вот сейчас поинтересуюсь и, возможно, найду, где это сделать. Когда я сделаю, тоже поделюсь, конечно. Какие-то советы ты можешь дать или какое-то заключительное вообще слово хотел бы сказать? Во-первых, привет всем лысеющим братьям. Извините, что не поздоровался с вами. Это видео было записано специально для вас. Возможно, мой опыт кому-то будет интересен, кому-то полезен. Кто-то просто задумается, кто-то пальцем у виска покрутит, о чем они вообще говорят. Ребята, не унывайте, успехов вам в ваших начинаниях. Любите себя, будь то лысыми, волосатыми, какими-нибудь. Вы должны любить себя, потому что от того, как мы себя ощущаем, как мы себя любим,
как мы нервничаем по этому поводу, что у нас что-то не так, от этого тоже много всего зависит. Поэтому не переживайте, мы с вами. Олег будет пилить для вас интересный контент, а мы будем ставить лайкосы. Надеюсь, это было для вас полезно. Не забываем ставить лайки, подписываться, ставить колокольчик. Не забываем также о телеграм-канале. Ссылка есть под каждым видео и в первом закрепленном комментарии. Также я есть еще и в ТикТок. Все больше и больше набирает обороты Телеграм. Там мы с вами общаемся, узнаем что-то новое. И там появляется первая оперативная информация, после чего я ее уже обрабатываю, и она только после этого появляется на YouTube. Итак, не забывайте подписываться, ставить лайки, колокольчики, ну и чтобы колосилось.